Здравствуйте, с вами вновь Лариса Левинская, и сегодня я хочу продолжить тему, как можно скрыть небольшие недостатки на лице. Я уже рассказывала в своих видео о том, как можно при помощи патчей убрать темные круги под глазами, а сегодня речь пойдет о таком незаменимом продукте для правильного макияжа, как консилер. Вот такой небольшой девайс, вес 2 грамма, полезный вес 2 грамма. У меня в данном случае консилер компании T&D, тон светлый, 0,1. Какие недостатки позволяет на лице убрать, замаскировать консилер компании T&D? Это, во-первых, темные круги под глазами, различные прыщики, различные пигментные пятна, различные покраснения на отдельных участках кожи. Все, что нам хотелось бы скрыть. Также консилер T&D позволяет уменьшить видимую глубину морщинок. За счет чего? За счет того, что в составе есть силиконы, которые как мостики перекладывают путь внутри морщинки. При этом консилер не образует складочки на коже. И за счет того, что в состав консилера T&D входит масло клещевины, а по-народному касторовое масло, идет питание и увлажнение нашей кожи. Наносится очень легко. Сейчас я продемонстрирую, как это сделать. По поводу того вопроса, в какой последовательности носить консилер. Большинство визажистов склоняют к тому, что консилер наносится до нанесения тонального крема. Некоторые наносят этот консилер после тонального крема, но перед пудрой. Если будете в первый раз открывать консилер, будьте готовы к тому, что кисточка, конечно, будет чистенькая у вас, но нужно будет где-то, наверное, полминутки прокрутить колесико консилера по часовой стрелке для того, чтобы появилось вот это само содержимое консилера на поверхности. Продемонстрирую, как я использую консилер для большей наглядности. Во-первых, перед нанесением макияжа, как всегда, мы подготавливаем кожу. Я использую гель для умывания, в данном случае у меня гель Океан красоты для жирной кожи. Затем тонизирую лицо, у меня в данном случае тоник балансирующий с алоэ. И затем смываю все это на лице, и я использую увлажняющий крем. В данном случае у меня легендарная серия с овечкой, плацентарная серия, увлажняющий крем, то есть дневной крем. Когда мы кожу достаточно увлажнили, самое время начать использовать консилер. Я снимаю крышечку на консилере и при помощи зеркала аккуратно прокручиваю немножко колесико, чтобы появилось содержимое консилера. Делаю небольшие отметки. В первую очередь хочу скрыть темные круги под глазами. В чем разница между консилером и корректором? Аккуратненько вбиваю в поверхность. В данном случае у меня глаза накрашены, поэтому мне немножко надо аккуратнее действовать. У вас будут глаза не накрашены. Сначала подготавливайте кожу, выравнивайте тон. В чем отличие консилера от корректора? Консилер мы используем для целого участка кожи, а корректор наносится точечно. Что еще хочу скрыть? Хочу вот небольшой такой прыщик тоже скрыть, аккуратно его вбиваю. Морщинки вот здесь на переносице тоже. Носогубка, в принципе, у меня в норме. Также, конечно, при помощи целой палетки консилеров можно сделать коррекцию лица. Скулы, овал лица нежелательный. Использовать более темный консилер. Лоб сделать. В общем, это целая отдельная история, как можно использовать консилер для коррекции лица. Также некоторые покраснения на коже есть. Точно так же я аккуратно вбиваю. Консилер я уже использовала. Я его закрываю. И теперь буду наносить тональный крем. Советую вам использовать спонжики. Французский способ нанесения тонального крема. Аккуратно открываю крышечку. Тональный крем. У меня тональный крем первый, тон более светлый. И аккуратно влажным спонжем вбиваю тональный крем по поверхности кожи. Тональный крем очень хорош для любого типа кожи. Желательно, конечно, чтобы это была у вас сухая кожа. Но у меня жирная кожа, и я прекрасно зимой использую этот тональный крем. Подстраивается под цвет кожи. Даже если я взяла темный тон, он всегда подстроился, абсолютно незаметен на коже. А тон кожи очень важен в любом макияже, потому что француженки даже
Не знаю, не общалась лично с француженками, но знаю, что француженки не выходят из дому без нанесения тонального крема. Ну, допустим, основу я сделала, тональный крем нанесла. В тех местах, где был консилер тоже. Так, есть. И еще хочу сказать, многие пренебрегают консилером, считая, что это тот же самый тональный крем, зачем тратиться отдельно на консилер. Скажу отнюдь нет. Консилер имеет другую текстуру, в нем больше отражающих частичек, за счет чего отражается солнечный свет и не так видны дефекты нашей кожи, чем это при использовании обычного тонального крема. Затем я использую компактную пудру широкой кистью для макияжа, стряхиваю остатки и припудриваю лицо. Это уже завершающий этап. Можете использовать пуховочку, если вам удобнее пуховкой пользоваться, или спонжиком. Мне удобнее использовать широкую кисть для макияжа. Ну вот и все. Экспресс устранения недостатков на лице. Я думаю, что разницу после применения консилера вы заметили, поэтому для устранения, для скрытия дефектов на коже, темные круги под глазами, покраснения, царапинки, прыщики, пигментные пятна, морщинки и так далее, список можно продолжать, советую вам использовать консилер. А пользуетесь ли вы консилером, оставьте свои комментарии под видео, мне было бы интересно этим узнать. Консилер каких компаний вы предпочитаете, каких брендов вы предпочитаете использовать для своего макияжа. Ставьте лайки под видео, подписывайтесь на мой канал, вы всегда будете в курсе ответов на самые различные вопросы по теме красоты и здоровья. С вами была Лариса Левинская, до скорой встречи!